Добрый день, дорогие друзья! Сегодня вместе с Улей, редактором DK Media World, мы записываем подкаст и выпускаем его на нашем YouTube-канале в прямом эфире. Оля недавно посетила город Алма-Ату и концерт Димаша, и сегодня поделится с нами своими впечатлениями о поездке и о концерте. Надеемся, это будет интересно. Обязательно подпишитесь на наш канал и нажмите колокольчик, чтобы получать уведомления о наших новых выпусках. Оля, давай, расскажи нам, пожалуйста, как ты съездила, что ты там увидела и что есть интересного тебе рассказать. Самые интересные моменты у меня начались прямо сразу же в день отлета. Мы приехали в аэропорт, и уже прямо при посадке мы услышали крики, вопли «Димаш! Димаш!». Мы, конечно, стали оглядываться, думаем, что это такое, кто кричит. Оказалось, что это просто дирсы из Латинской Америки. Они были очень шумные, бурные. И мы с ними познакомились. Но там были также и из Чехословакии люди. То есть где-то, не знаю, может, треть самолета была заполнена людьми, которые точно так же, как и мы, летели в Алма-Ату на концерт Димаша. То есть приключения начались еще прямо в аэропорту отлета, правильно? Ты там их встретила? Да, уже там были первые обнимашки, первые фотографии, первые селфи. То есть мы зашли в самолет уже в приподнятом настроении. Кстати, в самом самолете к нам подходил стюард и спрашивал нас, куда мы летим. Он нас спросил, мы видим, что вы летите куда-то все вместе, вы друг с другом знакомы? Мы сказали, нет, мы только что познакомились. Он очень удивился. И спросил, куда вы летите, что там? Мы сказали, концерт. Он говорит, а чей? Димаша. Никогда не слыхал. Стюард был немецкий, он никогда не слыхал Димаша. Но они об этом заметили. То есть они заметили тот факт, что люди были в самолете как бы на одной волне. Да. Мы ходили к друг дружку в гости по самолету, общались, и им приходилось нас потом просить сесть, когда нужно было пристегивать ремни. Да, вы вели себя как настоящие фанаты. Фанаты нашего артиста. Да. Во всяком случае, время полета у нас было 7 часов, оно прошло просто вот на одном дыхании, мы даже не заметили, потому что мы друг с другом общались. Я сидела как раз рядышком тоже с женщиной, которая была из Киргизии, летела вместе с нами из Германии на концерт, и мы прекрасно провели время, общаясь с ней на нашу любимую тему. Прекрасно, очень хорошо. Расскажи нам, как вы прибыли и как вас встретили. Ой, прибыли-то мы ночью, это уже была глубокая ночь, нас встретила член клуба алматинского, которая очень милая, она нас отвезла в гостиницу вместе с нашими вещами. То есть мы уже по дороге прямо не просто провели экскурсию по ночной Алма-Ате, но еще и поговорили о наших предвкушениях, о том, что мы, собственно, ждем от этих дней в Алма-Ате. И это было за день до концерта или это было заранее? Нет, это было за 2 дня до концерта. То есть мы прибыли в гостиницу, где, собственно, уже на следующий день мы познакомились с дирсами из Венгрии. Вот. Они сидели в очень тоже шумной компании, во всей атрибутике, то есть не заметить их было невозможно. И работники самого отеля у нас спрашивали, кто это и что это, и куда мы вообще. И мы тоже им сказали Димаш. Они сказали, о, Димаш, конечно, мы знаем. Вы же видели, там везде плакаты, мы знаем, что будет его концерт. И тут мы спросили, а вы пойдете на концерт? Но они почему-то сказали, что нет, на концерт они не пойдут. И очень удивились, что вообще-то приехали люди из Германии, из Венгрии на его концерт. Они сказали, в принципе, никому из их знаменитых, известных артистов не приезжают люди из-за границы, так издалека. Ну да. Мне кажется, что в Казахстане уже все знают, что у Димаша многонациональные фанаты, и вот они приезжают, где бы он ни выступал. Нет, я бы так не сказала. Ты знаешь, мы ездили по городу, мы часто пользовались такси, да, и мы каждый раз у каждого, вот кого мы видели, просто из чисто интереса мы спрашивали, вот вы знаете, что проходит у вас концерт Димаша?
Они говорили, да, конечно, знаем, да. Вот у нас пробки теперь из-за этого, у нас большой спрос на такси из-за этого. Но они всегда, каждый раз очень удивлялись, что мы приехали к нему из-за границы. То есть это было действительно Необычное явление. необычное явление, да. Расскажи нам, как вы провели день до концерта. Насколько я знаю, тебе удалось послушать каким-то образом репетицию Димаша. Расскажи нам, пожалуйста, об этом. Ой, это было вообще очень интересно. Мы этот день провели в горах. Дело в том, что моя подруга, она сама из Казахстана, и она, ей очень хотелось сделать нам что-то приятное, и ее племянник с нами пошел в горы. Да, то есть мы день провели ну, красоты просто сложно описать. Это настолько живописно, что мы просто влюбились в горы, которые у подножья которых, собственно, и находится Алматы. Вот. И когда мы возвращались днем в метро, мы вышли из метро, и нас прямо оглушила Олимпик. Вот понимаешь как? Ты выходишь из метро и не ожидаешь, да? Ты ожидаешь людей, ожидаешь там птичек, машины, все что угодно, но не Олимпика, которая тебя накрывает, когда ты открываешь двери и выходишь на улицу. Наверное, после этого вас ноги сами понесли в сторону стадиона. Да, ну, в принципе, так оно и было. Мы сразу же просто побежали в гостиницу, которая была рядышком, оставили там вещи, и действительно нас прямо как магнитом потянуло. Мы просто шли на звук. Вот ты должна это себе представить. Мы вышли из гостиницы, и мы шли, и звук все время нарастал. Это была Аве Мария, и звук все становился громче, громче, громче и громче. И вот это действительно было ощущение, что тебя этот голос как бы тянет к себе, и мы вот так не замечая просто пришли как зомби под вот этот стадион, да. Что же было дальше? В принципе, мы оказались у какого-то заднего хода, заднего двора, во всяком случае, все было закрыто. Нигде нельзя было никуда пройти, везде были завешены какими-то, я даже не знаю, как это сказать, какими-то планами были завешены все входы-выходы. Там, где мы стояли, была гора каких-то ящиков от аппаратуры, то есть видеть мы То есть ничего это не был могли. парадный вход, главный вход, это где-то вспомогательные какие-то помещения? Да, мы как-то пришли туда, я даже не знаю как-то с заднего двора, что ли. То есть там не было ничего, там были только мы. Иногда подбегали молоденькие девочки с мальчиками, которые пытались залезть на этот забор, пытались что-то там увидеть. Ну, увидеть, в принципе, было невозможно. Ну, это мы все знаем, что Димаш не любит, когда смотрят его репетицию. Но ее не слушать было просто невозможно, потому что звук гремел на все окружающие кварталы. Это открытый стадион, открытая площадка, то есть звук был абсолютно везде. И, конечно, мы не отказали себе в удовольствии просто послушать. Потому что, вот знаешь, Наташа, что я заметила? Ты когда сидишь на шоу, у тебя вокруг столько света, столько всего происходит, да? Ты получаешься в этом энергетическом потоке, но ты не можешь сконцентрироваться на той красоте звука, которую ты слышишь. Ну, по крайней мере, так у меня происходит. То есть благодаря этой репетиции, потому что я не видела, что там происходит, да, сам звук, само впечатление от всех его мелизм, да, от его... То, что он пел, был очень интенсивным. И это было, ну, просто потрясающе. То есть тебе удалось послушать всю программу? Или вы застали только часть, послушали только часть? Сколько вообще времени вы там провели? Я даже, ты знаешь, мы на часы просто не смотрели. Это, понимаешь, вот эта вот магия прямо сразу втянула, я поэтому даже понятия не имею, сколько этой программы посмотрели. То есть мы вышли из метро под Олимпика, пришли туда под Аве Мария и ушли оттуда, когда уже просто было слышно, что пошла отработка номеров танцорами. Угу. Ну, вообще это замечательно, потому что если это саундчек, и если это репетиция и прогон, то это совершенно можно быть уверенным, что это вот живой звук, вот он здесь и сейчас. Ну, ты знаешь, в этом сразу мы уже убедились, потому что, во-первых, музыканты проигрывали свои инструменты. Во-вторых,
Димаш давал какие-то указания, да, то есть то, что это был живой звук, это было слышно, да, то есть это не шло вот гладко, то есть этот человек пробовал свои какие-то части и потом продолжал их, прерывался, давал какие-то указания музыкантам, то есть это, да, это был живой звук, конечно. Да, это всегда очень интересно. Хорошо, что же было в продолжении этого дня? Что нам было интересно? Вот пока мы стояли там и слушали, да, мы были не единичные люди, туда подходили периодически люди, которые шли мимо и подходили посмотреть, что же происходит. Они спрашивали нас, кто мы, очень удивлялись, что мы иностранцы. Они говорили, что они сами из Алматы, то есть местные жители. И некоторые из них говорили, что вот они не успели купить билеты. Да, то есть они не собирались идти на концерт, но когда увидели, что интерес большой среди иностранцев, им захотелось тоже, да, но билетов, так сказать, уже не было. Вот. Но был интересный момент с молодежью. Вот прям понравилось. Прибежала толпа совсем молоденьких девочек. Они с визгами и не знаю, с восторгами, да, просто вот умиления, говорили, ой, какой он хорошенький, ой, какой он красивенький. Их мальчики стояли в сторонке и молча смотрели за этими девочками, которые щебетали и пытались залезть на забор. И вот у одного из таких мальчиков я спросила, как они вообще относятся к Димашу. Да? И он сказал, что им очень нравится, но на концерт они не идут, потому что билеты все-таки для них были дорогие. Вот. Это вот один из таких моментов. А второй момент, когда репетиция, в принципе, закончилась, и мы пошли посмотреть, как вообще выглядит стадион, с какой стороны нам вообще нужно будет заходить в этот стадион, явно из задворов, на которых мы оказались. И мы пошли к центральному входу и увидели огромную толпу фанатов, как мы поняли. Ну, просто вся площадь перед центральным входом была запружена людьми, которые смотрели и слушали эту репетицию. То есть там они слушали репетицию? Да, вместе с птицами. Птицы были настолько громкие, они так громко орали, перелетая с дерева на дерево. Вот. Потом мы пошли по кругу посмотреть, где и рабочие входы, то есть познакомиться с этим стадионом немножечко снаружи. Увидели толпу волонтеров, которых собирали, которые должны будут обслуживать потом на следующий день этот концерт. Там, видно, проходили какие-то учения с ними. Потом мы заметили, что стали выходить музыканты, то есть репетиция закончилась, и нам повезло, мы смогли с ними сфотографироваться. Они очень были милые все. Ну, короче, мы решили, что на этом день закончился, но, как оказалось, это был не конец. Дело в том, что после этой репетиции, которая происходила, вот просто в футболках, джинсах, да, вечером проходил еще прогон. То есть Димаш отработал этот день до глубокой ночи. То есть он начал, я не знаю во сколько, наверное, в час дня, в 2, я так прикидываю по времени, а закончил уже поздно ночью. Они делали еще генеральный прогон в костюмах. Это интересно. Да, то есть, но этого вы не увидели, правильно? Нет, тут мы не присутствовали, мы это слышали из окон гостиниц. Но, честно говоря, мы решили, что это просто уже прогоняют запись его. Но, как оказалось, он там был на самом деле и действительно, опять же, пел вживую. Об этом нам рассказали другие фанаты, которые вот там, им удалось там поприсутствовать. Но мы лично там уже не были. Это было за день до самого концерта. И вот наступает день концерта. Как ты провела его, Оля? День концерта у меня был довольно-таки насыщенный. Мы решили познакомиться с самим городом. Мы вышли очень рано и отправились в парк 28 панфиловцев, где посмотрели очень красивый собор, он деревянный. Потом мы сходили на Зеленый базар, где я успела поторговаться. Это было такое, ну, то есть в Германии не принято торговаться насчет цен, вот, на базарах, а в Алмате нас прям предупредили, не забудьте поторговаться, что мы и сделали. Это надо уметь и любить. Да, это надо уметь и любить. Я, по крайней мере, попробовала.
Это было очень такое увлекательное занятие. Что нас поразило, ну, что лично меня поразило, да, это был конец сентября, и там до сих пор продавали клубнику. Мы спросили, как долго у них продается клубника, да, и сказали, ну, последний сбор будет 1 октября, то есть еще в октябре собирают клубнику Да, на это поле. интересно. Мы гуляли по городу и поехали на смотровую площадку. То есть мы поднимались на подъемнике, на эту смотровую площадку. Дело в том, что Алма-Ата, она лежит как бы в низине, внизу, на плоской местности, а потом начинаются резко горы. И вот на вот эти горы мы поднимались на подъемники, и оттуда был вид на всю Алма-Ату. Это очень красивое место. И там мы провели довольно много времени, да. Там очень были красивые виды, и вот этим всем мы любовались. Вот. Потом мы спустились вниз и, собственно, уже собирались на сам концерт. То есть вы успели посмотреть еще город. Скажи, Да, пожалуйста, вам повезло с погодой, была хорошая погода? Вот тем, кто соберется, например, в Казахстан, а именно в Алматы в сентябре, это хорошее время поехать туда, как по туристическую мне, поездку? да, как по мне, просто идеальная, потому что вот у нас уже осень. У нас сентябрь – это уже осень. Плюс 10 градусов, дождь, холодно, ветер. Да? Туда мы приехали, собственно, в лето. Там днем было до 28 градусов, а ночью было плюс 20. То есть идеальная погода. И нам очень повезло. Не было ни дождя, ни ветра. Было все время солнечно, и поэтому даже звук на самом концерте был просто идеальный из-за отсутствия ветра. Прекрасно. Это очень хорошо. Значит, вы успели погулять по городу, посмотреть много чего, и вот вы отправляетесь вечером уже на концерт. Расскажи, пожалуйста, об этом. Вот, когда мы выходили на концерт, во-первых, первое, что вот бросалось в глаза, приехало приблизительно, ну мы так точно не считали, но приблизительно машин 20 грузовых с военными. То есть, кроме security, сам концерт охранялся еще военными. То есть безопасности было уделено большое внимание. Все-таки 35 тысяч зрителей, из них было очень много иностранцев, поэтому такие меры предосторожности, наверное, все-таки были очень правильные. Какой был в этом минус? Минус был в том, что также отключили интернет. А мы сделали ошибку, мы взяли сим-карты без телефонных звонков. Мы почему-то посчитали, что интернета и общения по WhatsApp будет достаточно. И поэтому в этом был большой минус. Мы не смогли встретиться с очень многими людьми, с которыми планировали встретиться на этом концерте. То есть договоренности были, но мы не смогли их осуществить из-за того, что не работал интернет. То есть вы остались без связи фактически? Да, мы остались без связи. И, к сожалению, наш запланированный с тобой прямой эфир с этого концерта, естественно, не состоялся. Просто потому что не было такой возможности. Вот. Когда мы шли туда на этот концерт, что мы заметили? Во-первых, было очень много людей. То есть мы шли просто вот в большой толпе. Да, то есть это было не просто там вот 1-2 человека как-то, нет, это было массовое стечение людей к этому входу. На входе, конечно, была очень строгая проверка была. Вот, и когда мы оказались внутри, то и получали свои бейджики, вот, то мы в это время видели как раз, как приехала машина со старшими родителями Димаша. Мы как раз стояли возле этого места, куда они заходили. Вот, то есть мы сразу поняли, что вся семья будет присутствовать на этом концерте, чтобы поддержать Димаша. Оля, скажи, пожалуйста, было ли все хорошо видно тебе? Вот хорошее ли было место у тебя? Как было слышно, как было видно? И какие твои вообще впечатления о том, как было все это организовано с технической точки зрения? Понимаешь, как, Наташа? Вот я первый раз была у Димаша на концерте на открытой площадке такого размера. То есть до сих пор я бывала внутри закрытых ледовых арен, да, а здесь все-таки это футбольный стадион, то есть действительно, ну, в разы больше, да, сама площадка. То есть я знала
изначально, что я буду его плохо видеть, потому что я выбрала места на трибуне, а не в фан-зоне. И я очень переживала за звук, потому что всегда у Димаша была проблема со звуком из-за того, что его диапазон просто очень большой, и аппаратура не справляется. Вот. Здесь я была приятно удивлена качеством звука. Звук был просто идеальный. То есть вот сам звук, по-моему, это был самый лучший из всего, что я слышала до сих пор. А это был мой уже 9-й концерт. То есть, вот когда люди утверждают, что стадионы не приспособлены для того, чтобы звук был качественный, для этого нужен концертный зал, для этого нужно там что-то. То есть ты считаешь, что это не подтверждается, такое мнение? Скажем так, я считаю, что по опыту, просто потому что я очень часто хожу и на других артистов, на всевозможные площадки, концерт на стадионе можно сравнить с open air. Open air чем хорош, что звук, когда выходит из динамиков, он уходит просто в никуда. Да, то есть он улетучивается в пространство. Он уходит в open Когда ты air. находишься, да, а когда ты находишься внутри закрытого помещения арены, да, звук отражается от стен, от потолка, возвращается к тебе, и у тебя получается вот это вот ощущение плохого звука. Просто потому что волны накладываются друг на дружку. В концертном хорошем зале такого, конечно, не происходит, потому что там вся акустика выстроена специально под хороший звук. Значит, слышно было прекрасно. Правильно я тебя понимаю? Великолепно. Но твое место находилось далеко, тебе пришлось пользоваться биноклем или как? Тебе видно было, что происходит на сцене? Вот с видимостью было, с моей точки зрения, не очень хорошо. Я не могу сказать, что у меня были плохие места, у меня были самые дорогие билеты, которые были на трибунах. И я сидела рядышком с VIP, с зоной VIP. То есть я не могу сказать, что у меня были плохие места. Но видимость была не очень хорошая. Дело в том, что 3 экрана, которые были поставлены, чтобы действительно было видно крупно Димаша, потому что везде работали камеры, которые его снимали, и все это проецировалось сразу же на эти экраны. Но дело в том, что боковые экраны закрывали собой центральный экран. И сама постановка сцены, например, его фортепиано стояла так, что, например, люди, которые сидели на боковых местах на трибунах, думаю, что многие не видели то, что там происходило. То есть часто артист был как бы закрыт этими экранами. И язык, который выходил в зал, да, по которому он перемещался, конечно, было лучше видно, если артист не останавливался возле стоек с осветительной аппаратурой. Угу. То есть концерт можно было наслаждаться в полной мере по звуку, но, по видимости, это все-таки оставляло желать лучшего, скажем так. С моей точки зрения. Я вот специально потом походила, поискала, где люди снимали немного экраны, чтобы понять, только ли у нас была плохая видимость. Но вот фан-зона, которая находилась по краям, у них тоже была ограниченная видимость. А фанаты, которые находились напротив, и блоки, которые находились напротив, видели все очень хорошо. И работники нашего отеля, например, они находился напротив этих экранов, напротив стадиона, и они просто с балконов смотрели с биноклями, они тоже видели все великолепно. Вот так вот. Ну что ж, прекрасно. Кстати, многие люди тоже, вот кто не попал на концерт, кому не достались билеты, все-таки стадион действительно был sold out. Они собирались группками и стояли вокруг стадиона в обнимочку и слушали концерт. Очень тоже милая такая милая деталь. Скажи, Оля, встретила ли ты своих старых знакомых на концерте? Познакомилась ли ты с кем-нибудь? И что вообще интересного с тобой там происходило? Дело в том, что вот из-за того, что отсутствовал интернет, я как раз не смогла встретиться с моими знакомыми. Ты должна себе представить, футбольный стадион – это огромная площадка. То есть sold out 35 тысяч, попробуй там кого-нибудь найти, если ты заранее не договорилась с кем-то. Да? То есть все договоренности просто растаяли в воздухе вместе с интернетом. Вот.
Поэтому, да, я оказалась среди незнакомых людей. Чем отличался этот концерт, например, от других? Тем, что на других концертах ты сразу же попадала в эту атмосферу дирсов, то есть ты знала этих людей. Здесь же пришло очень много жителей самой Алматы, да, то есть не фанатов, не дирсов Димаша. Просто люди, которые пришли посмотреть на своего соотечественника, да, музыка, которая нравится, но которые не дирсы. Да, то есть вот я села на свое место, с левой стороны у меня оказалась из Франции Дирс, с которой мы сразу же нашли общий язык, а люди с правой стороны стали у меня спрашивать, кто эти люди, почему вы с ними разговариваете на английском, что это, да? Я им объяснила, что я тоже из другой страны и вот общаюсь с такой же фанаткой Дирс. Люди очень заинтересовались, они сказали, что они сами жители Алматы. Вот. Но самое смешное было, Наташ, когда они услышали, что я из Германии, да, им стало меня жалко. В каком смысле? Они сказали, боже мой, у вас же там сейчас так плохо, у вас там нет газа, вы там мерзнете, вам нечего есть, давайте мы вас накормим. И это были не голословные слова. Они тут же раскрыли свои сумки, достали оттуда еду и пытались меня накормить. И хотя я отказывалась и говорила, нет, я не голодная, я не хочу есть. И это их не волновало. Ну вот видишь, Оля, какое гостеприимство ты испытала на себе. То есть гостеприимство, да, это мы ощутили вот в полной мере в Алма-Ате. Наташ, когда закончился сам концерт, мы вместе с толпой выплыли на улицу, но наше движение к выходу было остановлено полицией. Мы вынуждены были стоять и наблюдать, как вывели из стадиона Димаша в окружении охраны, посадили в машину, и только после того, как он уехал, мы смогли продолжить свой путь. Потом мы смогли пообщаться немного с Мансуром. Состоялась все-таки его премьера, его песни на концерте Димаша. Он нам рассказал, что мелодию он сочинил просто вот между уроками на переменке. Эта мелодия была написана в стиле джаз. Димаш предложил ее переделать в стиль поп. То есть на самом концерте, получается, мы увидели их совместную работу. Но, честно говоря, я надеюсь, что когда-нибудь мы услышим и оригинальную джазовую версию. Это было бы, наверное, очень круто. Я тебе рассказывала, что мы шли мимо мечети к метро. И я слышала, что, в принципе, в Казахстане можно ходить в мечети. Ну, чего, например, в Германии даже представить себе невозможно, чтобы кто-то посторонний пошел в мечеть или в синагогу. То есть такого нет, да? Из-за меры предосторожности. Вот. И мне туда захотелось пойти, но вот мы когда шли мимо этой мечети, мы поняли, что мы даже не знаем, с какой стороны в нее заходить. То есть это просто так нереально. Вот. И я поэтому позвонила своей знакомой и попросила ее сопроводить нас. Вот, что она и сделала. И поэтому мне удалось первый раз в моей жизни побывать в мечети. Это было очень интересно, необычно. Но, во всяком случае, первый раз, так сказать, такое вот. Вот. Что еще было интересно по гостеприимству? Нас позвали на Дастархан. Знаешь, что такое Дастархан? Ну, я слышала об этом. Это было в ресторане. Нас завели в такое очень красивое помещение с очень-очень низкими диванами. Они практически были на полу. И большой такой тоже низкий стол, полностью уставленный яствами. То есть очень вкусной едой, очень, очень ярко, да. Как вот говорят, когда сначала первое блюдо, Перемена потом второе блюдо. Так? Вот, да. То есть еду подавали не с переменной блюд, а все стояло сразу же на столе. Угу. Причем все было выдержано в традициях. Да, да. То есть нам объяснили, что это вот традиционный дастархан. Что бросалось в глаза,
Там стояли как и конфеты, так и сушеные фрукты, свежие фрукты и вот мясные продукты, салаты. То есть все было на столе одночасно. Мгм. Вот. И не было обслуги, которая обслуживала бы этот стол. То есть официанты просто, вот они Это приносили не блюда, нужно. Мгм. да, ставили эти блюда, а ухаживали за нами, собственно, хозяева, да, Мгм. те, кто нас пригласили. Мгм. Они лично за нами ухаживали. Это, конечно, такое особое, как уважение. Вот, воспринималось это действительно вот как особое уважение к нам. Я знаю, Было что вам очень даже приятно. вручили подарки. Расскажи и об этом, пожалуйста. Да, не обошлось без подарков, да. Мне достался очень красивый шарфик шелковый с красивыми узорами из шерсти. Это очень необычно, я должна сказать. Мгм. Шелковый шарфик с узором из шерсти. Да? Мгм. Мгм. Вот. А мужу подарили вот эту традиционную вышитую тюбетейку, которую он сразу же одел. И да, это было вот очень приятно. Очень приятно, да. После этого люди нас еще и отвезли на своей машине к арене, там, где проходила фан-встреча Мгм. наша. То есть это было И уже переживали, что мы... через день или на следующий день. Да, это уже было на следующий день. Дело в том, что дни у нас были очень насыщенные. То есть, ну, просто вот расписанные по минутам. Мгм. День, когда мы приехали, у меня была фотосессия. Меня пригласили погулять по городу и сделать фотосессию на фоне красот Алматы. Это тоже было вот первый раз в моей жизни, но осталось на память очень красивые фотографии. Мы сходили на спектакль, который проходил в театре оперы и балета имени Абая. Потрясающий балет «Лебединое озеро», и солисты были из Большого театра. Мгм. Это было тоже То есть очень за эти качественно. дни, кроме концерта, вы успели посмотреть еще много чего. Да, да. Мы погуляли по ночной Алма-Ате. Я не знаю, как у тебя в Ирландии, да, но вот у нас в Германии с наступлением темноты, в принципе, жизнь вымирает в городах. Да, то есть люди уходят или в рестораны, или по домам. То есть по улицам гуляют редко, мало. Да, только вот перед Рождеством, например, да, тогда гуляют ночью. А в принципе, с наступлением темноты жизнь вымирает. А в Алмате совсем по-другому. С наступлением темноты жизнь появляется на улицах. Причем появляется очень много молодых людей. И их совершенно не нужно бояться. Вот прямо вот меня это поразило, насколько молодые люди внимательно относятся к своему городу. То есть мы не увидели там мусора, мы не увидели там чего-то поломанного. Но зато мы были вот свидетелями, мы шли по улице, и там фонтаны вдоль этой пешеходной части, фонтаны. И на одном из фонтанчиков лежал сверху камушек, который закрывал воду. И шла пара молодых людей, довольно ярко одетых. Парень сразу извинился перед девушкой, подошел, убрал этот камушек в сторону. Вот, и они потом пошли дальше. То есть, да, и в метро с наступлением темноты тоже в основном пассажиры – это молодые люди, возможно, студенты, не знаю, но никто не кричит. Все уступают место друг другу. Ну, во всяком случае, нам, мы старшие люди, да, нам уступали место в метро. И мы не видели, что кто-то толкался, дрался, кричал или как-то себя вел странно. Вот это прямо вот действительно бросалось в глаза. Это интересно. Оля, я знаю, что ты также успела побывать и на фан-встрече, которая была запланирована на следующий день, по-моему, после самого концерта. Вот расскажи нам, пожалуйста, о своих впечатлениях, что тебе там удалось увидеть. Ну, во-первых, Наташ, я тебе должна сказать, что я бы на эту фан-встречу вообще-то не должна была попасть. Потому что наш самолет улетал ночью 24-го, а изначально эту фан-встречу объявили на 26 число. Вот, когда сказали, что да, переносят фан-встречу на 24-е, конечно, я обрадовалась. Фан-встреча начиналась в 9,
И уйти я должна была в 12 ночи. Я думала, может, продлится часа 2, да и все. Вот. Но оказалось, что через 3 часа фан-встречи мне пришлось, к сожалению, уходить, а она продолжалась и шла еще час, если не полтора. То есть вот что меня поразило, значит, получается, Димаш сделал репетицию, прогон, да, то есть полный. Это, Наташ, полный прогон, да, полная репетиция. Это 3 часа, потом 4 часа концерта, на следующий же день у него была фан-встреча еще 4 часа. Да, это был очень напряженный график. Там понимаешь, какой получился казус на этой фан-встрече? Мы не ожидали, что мы, в общем-то, ничего не будем понимать. То есть поначалу, когда мы там сели и все началось на казахском языке, мы сначала пытались что-то понимать, потом мы просто отказались уже от этой идеи что-то понимать. То есть мы сидели и просто любовались уставшим Димашем, который, ну, по нему было видно, что он устал, конечно. То есть, наверное, фан-встреча 26-го было бы лучше. А формат какой был? Что там вообще происходило? Он отвечал на вопросы фанатов, было какое-то общение или как это все было организовано? Там было 2 ведущих, которые вели эту беседу. Димаш сидел в центре на диванчике удобном. Там был Расул, то есть бэк-вокалист. Они вели между собой диалог, что-то спрашивали у Димаша, он что-то отвечал. Потом был блок, когда объявили, значит, стали разыгрывать места, да, и люди, на чьи места попадало, они могли встать и что-то сказать. То есть вы все это поняли просто по ходу Да, просто вот по события? ходу как-то по наитию что-то там происходило, из чего-то делал какие-то выводы. Потому что у кого-то что-то спросить, мы сидели все, вокруг нас сидели иностранцы, то есть никто не мог помочь с переводом, вот, к сожалению. И поэтому, ну вот люди, которые вставали, на чьи места выпадали номера, да, кто-то мог подойти, сделать селфи с ним, кто-то мог взять автограф, кто-то заказывал песню, что Димаш и исполнял. А вы выполнили хотя бы хоть раз какой-то вот, представляешь, ты испанец, сидишь, и вдруг твое место выигрывает вот в этой лотерее. К тебе подходит человек с микрофоном и что-то спрашивает. Ну, ты же даже не поймешь, что у тебя спрашивают, что вообще происходит. Такое было? Нет. Дело в том, что в основном попадали вопросы именно людям, которые знали казахский язык. Как нам потом уже объяснили, приблизительно 80% было именно местных жителей, то есть знающих казахский язык, и только 20% было иностранцев. И вот женщина, которая иностранке достался билет, она была из Америки, и Димаш очень прекрасно знает английский, то есть у него проблем не было с ней пообщаться. То У есть них ей получилось объяснили, очень что прекрасно. происходит и что от нее хотят, да? Ответить на Да, какой-то... да. То есть она это поняла, и она действительно задала Димашу вопрос, и он ответил. То есть они смогли пообщаться между собой очень даже мило. То есть я бы, например, не отказалась, если бы мне такой шанс выпал. Но не выпал, к сожалению. Остается только надеяться, что на следующем таком мероприятии удастся иностранным гостям тоже поучаствовать в подобной встрече активно. Просто мне показалось, что, может быть, это была не совсем фан-встреча, скажем так. Может быть, это был формат, который не совсем был правильно назван, что ли. Мне показалось, что это была не фан-встреча, а скорее что-то типа ток-шоу или передачи, в которой был приглашенным гостем Димаш. Ну, это мое личное мнение. Я не знаю, как может быть. Я представляла под форматом фан-встреча что-то другое, скажем. И в этот же день вы отправились в аэропорт уже в обратную дорогу, правильно? Да. То есть мы сели в машину, доехали до гостиницы, взяли уже упакованные чемоданы и уехали в аэропорт. Из аэропорта, конечно, как тебе сказать, ну, нам там понравилось. То есть мы решили, что мы, наверное, все-таки еще раз туда приедем на более длительный срок, чтобы посмотреть саму страну. Потому Все что еще расстояние... остались места, которые не увидены. Дело в том, что мы видели только Алмату.
Мы не смогли приехать на 2 недели, к сожалению. Мы слышали, что многие фанаты приехали надолго, они смотрели и Чырынский каньон, некоторые ездили в Актобе, некоторые ездили на озера, в Туркестан. Мы этого всего не смогли сделать, к сожалению. Вот, но тем не менее у нас остались планы, которые мы, возможно, реализуем в следующем году. Ну, прекрасно. Это, конечно же, не последний концерт Димаша. Будет еще концерты, будут еще возможности посмотреть страну, посетить и каньон, как ты хотела, да, и посмотреть столицу. Да, я тоже это надеюсь, на это надеюсь. Конечно, посещать какие-то места вместе с концертом Димаша — это самое прекрасное, что может происходить для людей, которым нравится то, что он делает. Ну что ж, очень хорошо. Оля, большое спасибо за твой рассказ. Все было очень интересно и познавательно. Мы просто как будто бы сами там побывали. Большое спасибо. Пожалуйста. Но я тебе советую все-таки тоже там побывать, Наташа. Дорогие друзья, большое спасибо, что вы были с нами. Еще раз большое спасибо Оле за этот рассказ. Было очень интересно. До новых встреч. Спасибо за внимание.